Привет, я Наташа, а вы на канале Наташа Связана. И сегодня у нас разговорное видео. О да, мы этого дождались. Не знаю, как вы, я очень ждала. Сегодня поговорим про сайты с бесплатными описаниями. Я знаю, что многие не любят формат видео мастер-классов, им он не очень удобен, поэтому я предлагаю вам несколько сайтов, где вы можете найти текстовые описания, которые можно скачать и по ним уже вязать изделия. Единственный нюанс — это то, что большинство сайтов с такими описаниями, они на английском, но Google переводчик никто не отменял, поэтому можно воспользоваться им. Там довольно хороший перевод, многие термины переводятся корректно, поэтому можно пользоваться им. Я в целом практически не пользуюсь описаниями, но я и не смотрю видео-мастер-классы. В основном я листаю Pinterest, вижу какую-то картинку, которая мне понравилась, и по этой картинке понимаю, как примерно ее связать, и уже адаптирую под себя. Кстати, если вам нужно видео, где я бы рассказала о своих приоритетах вязания на эту весну, о тех вещах, которые я бы хотела связать, или те вещи, которые мне очень нравятся визуально, то ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. А также не забудьте подписаться на канал, это очень меня вдохновляет, поэтому мне будет супер приятно, если моя аудитория будет расти. А теперь мы переходим к сайтам с бесплатными описаниями. И первый сайт с описаниями — это Yarnspirations, если я правильно произношу. Если что, я периодически буду отвлекаться на ноутбук, у меня там открыты как раз-таки все эти сайты. Я так и не смогла разобраться, в чем суть этого сайта, от кого он, кто загружает туда эти паттерны. Есть сайты магазинов пряжи, например, каких-то определенных брендов, и они загружают туда мастер-классы, есть агрегаторы. С этим сайтом я не очень поняла, но почему он первый? Потому что мне очень нравится то, что там не нужно регистрироваться. Ты сразу нажимаешь «Скачать», и у тебя сразу же открывается PDF-файл, в котором доступно это описание. То есть это все супер удобно и супер быстро. Плюс довольно много моделей визуально, которые мне нравятся. Поэтому это довольно полезная штука. У них есть описание для вязания крючком, спицами, а также для шитья. Очень удобно, что у них сразу написан уровень вязания, то есть easy простой, средний, и больше среднего, если честно, я не заметила. Чаще всего на сайтах с описаниями представлены либо не очень трендовые вещи, либо это какие-то предметы интерьера, не одежда, но здесь очень много именно одежды, бабушкины квадраты, все то, что мы любим, и выбор очень большой, потому что я вот открываю страницу с мастер-классами по вязанию крючком, и там, чтобы вы понимали, 441 страница, то есть на каждой странице там по 20-40 описаний, то есть выбор супер огромный. Естественно, ссылки на все сайты я оставлю в описании, можете перейти туда и посмотреть. Также я оставлю ссылки не просто на сайты с описаниями, а на некоторые описания, которые мне самой понравились и приглянулись. Еще такая отличительная черта этого сайта то, что у них уже есть разделение по категориям. То есть вам не нужно облазить весь сайт, чтобы найти нужную вещь. То есть вы можете выбрать там вязание крючком и, например, шапки. И он вам сразу выдаст шапки крючком. Я считаю, что это идеально. Я думаю, что я достаточно похвалила этот сайт, поэтому давайте перейдем к следующему. Следующий наш сайт — это Lovecrafts. Насколько я понимаю, это тоже магазин пряжи, который предоставляет бесплатные описания. Здесь прям мы можем выбрать категорию описаний, и у каждого описания подписано, платное оно или нет. То есть здесь есть как описание за деньги, так и описание бесплатное. То есть плашка бесплатно очень хорошо видна, поэтому вы не запутаетесь. Как мне показалось, здесь уже не такой большой выбор качественных описаний. Может быть, я не права, если не права, расскажите мне, скиньте ссылки на хорошие описания. А также особенность этого сайта в том, что нужно регистрироваться. То есть даже если вы хотите скачать бесплатное описание, вам нужно зарегистрироваться для того, чтобы его скачать. В целом, мне кажется, что это не такой уж существенный минус, поэтому ставлю этому сайту 6 из 10. Третий сайт — это Share Pattern, и это уже агрегатор.
насколько я поняла, потому что там нет пряжи, которая продается, есть только как раз-таки паттерны. Паттерны есть двух видов: премиум — это платные, и фри — это бесплатные. Особенность этого сайта в том, что он опять-таки агрегатор, соответственно, когда вы переходите на страничку с бесплатным описанием, вас после того, как вы нажмете скачать этот паттерн, перебрасывает на страницу к автору этого описания, и, соответственно, уже там вы можете их скачать. Сайт хороший, выглядит очень приятно. Описание, как мне показалось, выглядит симпатичнее, чем на предыдущем сайте. Единственная особенность, что фильтр, который вы можете поставить, это либо вязание спицами, вязание крючком или шитье, то есть нет дополнительных подкатегорий. Вы не можете никаким другим образом выстроить свои фильтры, то есть придется листать весь сайт в поисках нужного вам описания. Пурусоха — это сайт, мне кажется, что это тоже магазин пряжи, потому что в нем очень удобно, наверное, это не для русского пользователя, но все же. Когда вы переходите на какое-то описание, вам сразу предлагают купить материалы для этого изделия, то есть там пряжу подбирают, крючки, спицы и так далее. Мне кажется, это очень классно и удобно. Описание скачивать не нужно, просто нужно пролистать страничку вниз, и вы все получите. Сайт неплохой, мне очень нравится. Ну и главным плюсом, опять же, является то, что здесь есть не только вязание. Дальше давайте перейдем к моему любимому сайту, которым я пользуюсь чаще всего. Наверное, это потому, что я там заказываю пряжу. Но и не только поэтому. Это сайт производителя пряжи Sadness Garn. В целом я очень люблю этого производителя пряжи. Это не реклама, потому что у меня все еще 2000 подписчиков. Кто у меня купит рекламу? Люблю я этот сайт вот по какой причине. У них ежемесячно выходят журналы. Но чаще всего журналы, они бывают платными. У магазинов пряжи, какая-нибудь Бурда или кто-нибудь еще, они платные. У Sadness Garn они бесплатные. И поскольку я все-таки не пользуюсь описаниями, я захожу туда за вдохновением. То есть если на остальных сайтах мне не очень было интересно что-то там просматривать, то есть там довольно такие базовые штуки, а здесь уже представлены какие-то интересные модели, я им пользуюсь как Пинтерестом, то есть я раз в месяц захожу туда и смотрю, какие идеи они предлагают, что нового можно связать. И здесь опять же удобно то, что когда ты заходишь на описание, у него сразу написано, из какой пряжи они предлагают это связать, то есть из Sadness Garn. Поскольку я постоянно покупаю эту пряжу, мне это очень удобно. Минус тут один, но он не очень критичный, это то, что нужно регистрироваться. Просто вы регистрируетесь, и после этого вы можете скачать описание. Я думаю, что на этот сайт я оставлю вам даже несколько ссылок, потому что из всех сайтов мне больше всего нравятся изделия на этом. Они очень красивые, стильные и выглядят, правда, как будто они сошли с сайта Pinterest. Наша предпоследняя позиция – это сайт магазина пряжи Drops Design. Я знаю, что есть Drop Design на русском языке сайт, на нем есть переведенные описания. Но история в том, что переведенные описания платные, то есть вы покупаете подписку на этот сайт, и она там ежемесячная, не помню, сколько они там просят денег, и после этого вам становятся доступны все описания на русском языке. Если вы постоянно будете пользоваться их описаниями, то в целом там вроде бы небольшие суммы. Если вы хотите получить это бесплатно, то вы можете зайти на сайт Drops Design на оригинальном языке, соответственно, вы туда заходите и также регистрируетесь, и после этого можете скачивать описание. На этом сайте мне уже не так нравятся изделия, у меня есть ощущение, что они частенько повторяют себя, то есть я листаю ленту изделий, и кажется, что отличия в них минимальные, но у них просто какое-то сумасшедшее количество подкатегорий, я вообще не понимаю, откуда они столько взяли, и хороший фильтр, то есть вы заходите в бесплатные паттерны, и там какое-то нереальное количество, мне кажется, я
нигде такого количества не видела, за исключением того сайта, где 441 страница. И еще у них есть прикольные подкатегории, например, они делают тематические подборки под какие-то праздники. Сейчас, допустим, это 14 февраля, они выпустили подкатегории под 14 февраля. Там Новый год, подкатегории под Новый год. И в целом у них поисковая система такая, как у там любого магазина с одеждой. То есть вы выбираете женщины, мужчины или дети, и уже смотрите там женские свитера или детские пижамки или что-то такое. То есть в этом плане они прям молодцы. Ну и последний сайт, я его добавила только по причине того, что он очень популярен. То есть если есть какие-то топы сайтов с бесплатными описаниями, то это Ravelry. Ravelry — это такая соцсеть для рукодельниц, рукодельников. И там можно зарегистрироваться и выкладывать свои описания, а также скачивать или покупать другие описания. Скажу честно, я бы, наверное, просто не научилась им пользоваться, потому что интерфейс не очень интуитивно понятный. Сайт выглядит, как будто он из 2003-го. И не хочу ничего сказать про 2003, но кажется, он был давно. Но, наверное, все-таки главное не оформление, а наполнение. И уж чего-чего, а наполнения там очень много. Но, опять-таки, как я уже сказала, им нужно научиться пользоваться. Я думаю, что к выходу этого видео я все-таки справлюсь с этой задачей, поэтому прикреплю вам ссылочки на несколько описаний, которые мне приглянулись. И я думаю, что долго я не буду расписывать тут свои впечатления об этом сайте, потому что за меня уже все сказали до этого. И это был последний сайт, о котором я планировала рассказать в этом видео, поэтому мы с вами будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился такой формат видео, не все же только мастер-классы выпускать, можно приносить пользу и другим образом. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и можете написать комментарий, какими сайтами с бесплатными описаниями пользуетесь вы. Подписывайтесь на меня в разных соцсетях, в основном я была раньше на ТикТоке, но Россия и ТикТок больше несовместимы, поэтому подписывайтесь на меня в запрещенной социальной сети, а также я скоро планирую завести телеграм-канал, поэтому пока вы на него не подпишетесь, но потом буду очень вас просить. Еще раз спасибо за просмотр, всем пока!